Короче, предыстория такая, что я делала практику проработки рода на ночь. Вот. Ну и закончила Давай ее. для наших зрителей немножко Что расскажи, это что за это за практика? практика, где ты ее взяла, Ага, хорошо. первоисточник. Мы проходили эту практику на школе с Викторией. Вот, она давала, там у нее видео была эта практика, ну, и я как помнила, так ее и сделала. То есть там смысл в том, что нужно лечь, расслабиться, где никто не трогает, то есть спокойное место, и представить себе как бы себя, и вот что вот впереди дети, ну, потомки, дети, а сзади все предки, то есть родители, родители родителей, там, ну, их все там дальше, 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 дальше. В общем, представить, что они вот стоят за спиной, а спереди дети. И, значит, и как же там было, что ну, бывает такое, что в роду как бы не принято о чем-то говорить, или кто-то рано умер, и не принято говорить, что он, ну, как бы что-то случилось с ним. Ну, то есть надо как бы по этой практике, ну, каждого члена рода принять, увидеть, что он, ну, действительно есть, что да, я принимаю, что ты есть в нашем роду, я вижу тебя, ну, как бы принимаю, Мгм. что ты, ну, есть. То есть это очень важно, потому что если таких вот людей как бы, ну, исключить из рода, то это просто будут непреработанные, как бы, родовые такие вот вопросы, которые просто будут влиять потом на все поколения дальше. Вот, поэтому важно, как бы, таких людей тоже, ну, сказать, что да, я тебя вижу, что ты тоже часть нашего рода, и что там было как-то, что типа я принимаю, вот надо было так сказать, что я принимаю, ну, то, что есть, это самое, все вот эти вот какие-то там такие сложные, так сказать, ситуации, которые были, то, что они были, и я их преобразовываю своей волей, то есть я принимаю, что оно такое было, и я преобразовываю своей волей их в как бы в энергию гармонии, там, любви, то есть в добро, в Мгм. счастье, ну, то есть в хорошее, то есть чтобы взять вот ту энергию, которая там где-то застоялась или была, и вот как бы, так как это мой род, то у меня как бы есть право, ну, вот эти вот энергии как бы прорабатывать через себя, ну, помогать таким образом ну, роду моему. Мгм. Вот, что типа, что я принимаю и преобразовываю, и, значит, Мгм. ну, и И поблагодарить. что ты получила в итоге после этой Ну, практики? короче, ну и вышла из этой практики, значит, типа отсоединилась, там очистила пространство, закрыла себе портал, ну, как это, как помнила, значит, там поднялась вверх, все, значит, и снится мне в ту ночь сон, что, короче, за мной желтый дракон, вот так, из-за спины, ну, то есть, а передо мной какое-то было стекло, то есть я как будто на балконе стояла, и передо мной было стекло. И тут какой-то лазер, вот это стекло вырезает вот таким вот прямоугольником, вот прям вот передо мной. Вот так вот вырезает лазер этот прямоугольник, и я берусь руками вот так за край, ну, получается, стекла, держу. Мгм. Вот, а открытие, ну, как бы это отверстие, которое лазером проделано, оно достаточно большое, чтобы этот желтый дракон вылетел. И он вылетает у меня вот так вот из, ну, как бы вот справа, сзади, вот так вот вылетает, Мгм. вот так вот через это, ну, с этого балкона, вот через это стекло как бы вылетает куда-то. Вот, а я каким-то образом, там еще было какие-то две многоэтажки стояли, и я каким-то образом, значит, там, помню, что у меня был такой вот костюм, типа пиджак такой какой-то, ну, официальный, и я пошла в эти, значит, здания, куда этот дракон должен был полететь, чтобы подготовить, короче, ну, место или как это называется. Ну, короче, я пошла, там какие-то люди, я с ними там посмотрела, разузнала обстановку, что-то там типа делала, уже была без пиджака. Помню, что замерзла, вернулась обратно, опять одела пиджак. Вот. Эм, То есть я, ну, просто рассказываю сон. То есть можем рассмотреть, что это были за, ну, Мгм. символы, что они означали. То есть я одела, значит, опять пиджак, и дракон полетел туда, в эти многоэтажки, ну, где-то по центру многоэтажки, знаешь, вот так вот, типа как пунк, но ему уже не удалось сделать то, что он собирался там делать. Вот, то есть там была одна многоэтажка, я в ней была, вот он потом полетел, не удалось, но я помню, что была еще одна многоэтажка. Мгм. Вот, И ну и что как бы хочешь?
он на этом закончился. Хочу рассмотреть этот сон, что он как бы, что это за желтый дракон, что это за символ чего вообще, что это значит. Эм, вот, Виктория говорила, что если это такие символы, как типа дракон, там дерево, там что-то еще, то это касается не только меня, но как бы, ну, многих людей. Вот. То есть хочу рассмотреть, что это, что таки стало результатом этой практики, как бы что эта практика мне дала, почему именно такой сон получился потом. Э, что я на самом деле там делала, что это за многоэтажки. Ну, то есть просто вот рассмотреть, а что означает пиджак, а что это за стекло, а что это как бы, э, да. В общем, значение хочу посмотреть, к чему это было. Мгм. Хорошо. Как ты хочешь сначала посмотреть, что происходило во время практики, или сразу в сон идем? Думаю, сразу в сон. Практику, если, ну, выйдет, то, ну, я думаю, что там все правильно произошло. Просто что, ну да, там было не так много в той, ну, как бы не такая длительная она была, чтобы там что-то, э, ну, я ж свой род знаю. Не знаю, и меня, ну, в первую очередь, как бы этот сон интересует. Как бы, ну, я Мгм. думаю, что он связан с практикой в любом случае. То есть, если оно связано, то каким-то образом и практика, я думаю, что вылезет. Мгм. Там, тогда посмотрим, что и там произошло тоже. Хорошо. Так, я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. Мгм. 3, 2, 1. Наташа, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Пока ничего. Хорошо, Скажи, что найти. хорошо, да. На счет 3 найди в эфирном пространстве свой сон с желтым драконом. Мгм. 1, 2, 3. Мгм. Что ты Да. видишь? Да, но я смотрю вот как будто вот с воздуха перед этим балконом. То есть вот я стою на балконе, как бы вот это стекло открытое, сзади дракон и много-много разных вещей там, ну, навалено вот так вот. Много разных вещей, как, ну, как свалка какая-то, не знаю, вот вокруг этого Мгм. дракона. Так, что это за дракон? Что это за энергия? Какая суть? Ну, мне идет, что это какая-то программа. М, Так, что это за программа? Я его просто рассматриваю. С ним поговорить или где, у кого спросить? Мгм. Ну, давай попробуй с ним поговорить, Мгм. приказывай ему отвечать, кто он такой. Говорит, дух преисподней. Ну, такой, знаешь, так смешно, потому что он это говорит с таким вот, ну, как бы, отскалом, так, дух преисподней, и вот так вот как-то так смешно. Мгм. Так, приказываем отвечать, что он делает в твоем пространстве. Выуживает какую-то информацию, говорит. Так, какую информацию он выуживает, приказывай ему отвечать, потому что он в твоем пространстве. Информацию о том, что происходило много поколений назад. Ну, что и где-то так вниз он так вот показывает. Так, а зачем ему эта информация? Ну, чтобы было чем манипулировать, говорит. Кем он хочет манипулировать этой информацией? Мной, мной М. говорит. Так, а для чего ему тобой манипулировать?
Ну как, говорит. Еще раз прошу, приказываю отвечать. Приказывай ему отвечать, зачем ему манипулировать тобой. Чтобы ты мне подчинил, ну, чтобы я ему подчинилась, говорит. Так, а для чего ему нужно, чтобы ты ему подчинилась? Приказывай ему отвечать. Ну, как бы, чтобы овладеть мной каким-то образом. С какой целью? Зачем ему нужно твое подчинение, овладеть тобой? Чтобы Приказывай убить. отвечать. Чтобы убить. А зачем ему, чтобы тебя убить, тебя подчинить? Подожди, он куда-то, короче, как-то съеживается, уже стал черным и куда-то вниз Не, пытается давай замораживай, ну, как бы закрывай в банку его стеклянную. Никуда он от нас не уйдет. Видели, слышишь, пришел он тут выуживать информацию, Так, в убивать. стеклянной банке, Все, да. Теперь он такой вот, стеклянную как банку. черная такая вот змея. Знаешь, вот как в Китае у них такие черные длинные какие-то драконы. Вот такого плана Мгм. какая-то. Так, давай Что? это хозяина этого дракона я приказываю проявиться в его пространстве. Ну, Люцифер, ну, как бы, я не знаю, может, там какая-то цепочка, но у меня постоянно вот идет конечный хозяин. Я Да, спрашиваю конечный, такие вопросы. отлично. Приказываем отвечать, что это за дух, Это он послал этого духа с ко мне, какой говорит. целью, Ну, для как бы, чего. чтобы убить. Чтобы убить Почему каким-то ему образом. нужно тебя убить? Потому что, говорит, я слишком много себе позволяю. И что ты себе позволяешь? По его мнению, слишком много. Он показывает вот эти вот эпизоды, когда я визуализирую, творю вот эти вот запросы во Вселенную, что, ну, благодарность, там, вот это вот, как бы вот такие вот вопросы, ну, как это, которые я делаю. То есть я Запросы? творю Мгм. реальность, делаю вот эти вот, ну, упражнения, как, ну, цель, ну, когда ставишь цель, там визуализируешь как, ну, это я уже Так. придумываю, то есть это, но А мне идет, что вот эти вот мои попытки вверх, как бы, ну, импульсы вот эти, которые я в Вселенную посылаю вот Мгм. вверх как будто. Почему ему они так мешают, твои эти именно действия, практики эти? Потому что он придумал что-то уже одно, вот показывает, вот оно уже одно, уже у него спланировано для меня что-то одно, а я тут себе Мгм. позволяю как бы, ну, творить свою собственную реальность, можно так сказать. Вот это ему не нравится. Так. Заявляй, что ты живая, свободная душа. Да. Посмотри, есть ли у тебя контракт с ним, по Ну, которому он какая-то, вообще имеет какое-то право тебя там убивать, подселять этого дракона в твое пространство. Есть контракт, есть твое разрешение на это. да, Проявляй, идет какая-то книга такая, как будто старая, такая вот с проявляй, такими. проявляй полностью эту книгу и смотри, в чем суть этого контракта. Подчинение Люциферу как бы до конца веков, что-то такое. Там какие-то были другие закорючки, я их перевела на нормальный язык, ну, чтобы Мгм. понять, что там стоит. Так. Там разные А, условия. а что ты получила по этому контракту? Как это? А я получила возможность жить и творить? Как это может быть такое? Я получила возможность Почему, жить и творить. почему? Да, то, что и так по праву твоему, почему оно теперь типа в контракте ты это получил? А, Ну, это он как-то так подстроил. Ну, как это? Как-то А по-другому что? надо спросить. Ага. Так, посмотри, ну, что он подстроил? Почему у тебя, ну, до этого контракта у тебя было право творить? Посмотри.
Было давным-давно, да. Так, и когда ты его потеряла, в какой момент? Право творить. Найди этот момент. Что там произошло? Ну, ну, я как будто вот иду по какому-то лугу или что, и у меня что-то вот в руках такое вот, как переливается вот так вот какой-то шар такой вот, черно-белые такие вот энергии смешанные. То есть он как бы светится, но там и что-то черное тоже есть. Я вот так как-то как бы солнечно, все светло, там, ну, и светлая, я такая душа. И вот это Так, вот что это этот за шар. шар? В чем суть этой энергии? Не знаю, мне пока непонятно вот такие, ну, как бы вопросы, мне ничего не идет на них, когда в чем суть. Ну, как Так, бы я сама. ага, хорошо. Ага. Что это за шар у тебя в руках? Мгм. Шар, так, который я себе придумала сама, так, говорю. Это я у себя спрашиваю, это да. Какой-то Так, шар, что в который нем? я сама придумала. А что это за энергии в нем? Светлые и темные? Ну, светлые это мои, а темные это как бы чужеродные. То есть я каким-то образом, оно там смешано. А зачем они тебе, эти чужеродные энергии в твоем шаре, который ты создала? Мне они не нужны в том шаре. Я беру их как-то так, отсоединяю от этого шара и вот так вот отдельно, ну, выбрасываю как-то, что, ну, отсоединяю. Не нужны они мне там. Хорошо, а что это за шар, который ты сотворила? Что это такое? Знаете, что-то чистое, но, ну, как бы, Цель, с какой целью ты его сотворила? чтобы нести благо людям идет. Мгм. А где тот момент, где ты потеряла право творить? Что произошло в тот момент? Этот шар выпал, покатился, как бы, ну, то ли отобрали, ну, то есть как-то так он у меня выпал из рук и покатился, и ну, и как бы поменялся ландшафт. То есть было такое все светлое вокруг, все там такое вот, ну, ну, солнце, как бы, как сказать, Мгм. ну, все светло. А потом, когда этот шар выпал, то как бы вот это стало такая, как выжженная такая равнина какая-то, вот как, ну, вот какие-то там пожары, серые, пепел, не пойми что. То есть такое вот передо мной. Почему в этот момент ты потеряла право творить? Ну, я вижу, как я обращаюсь как бы к Первотворцу и прошу его, и, ну, спрашиваю, что, ну, как, что делать, что делать. Ну, как бы, Мгм. почему, ну, что-то такое. Как руки вверх, и вот, ну, вот спрашиваю. То есть, ну, Так, хорошо. А давай в тот момент, когда ты роняешь шар, что произошло в этот момент? Почему ты его уронила? я не собиралась его ронять, но тут пришла какая-то внешняя сила, поднялся ветер, и вот это вот все такое вот ну, как бы изменилось, перекрутилось. Так, а что это за внешняя сила, которая пришла? Приказы проявиться. Мгм. Да, вижу, это как какая-то сущность, ну, то есть такая какая-то Мгм. полупроявленная, то есть Приказывай она не ему отвечать, кто он такой. говорит Дед Мазай. Может такого быть. А так, это приказывай ему отвечать ну, истину, потому что он находится в твоем пространстве, как бы прям его там, кто он такой. Я приказываю ему тоже отвечать, кто он такой на Ну, я самом деле. приказала также ему показать его истинную форму, как он на Мгм. самом деле выглядит. И вот у меня опять идет образ вот этого вот змея черного, длинного, ну, как бы как дракона китайского, только вот, ну, знаешь, у них такая типа пасть, а потом оно такое, как змея идет, вот такое вот. Мгм. Вот это Да, тот же самый, вот такой вот он, там, приказываем отвечать, кто он такой. дух преисподней, говорит. То же самое, говорит, что я Так, говорила. что он делает в твоем пространстве Ну, это все то же самое, пытается в тот починить, момент, а в в тот тот момент. момент, что он делает в твоем пространстве?
Он отбирает у меня радость жизни, ну, и чтобы я не могла творить. Так, зачем ему это? Чем ему не нравятся твои творения? Чем ты так мешаешь? Ну, ему приказал его хозяин, это ясно. Мгм. Ну, говорит, приказал хозяин, ну, потому что ему мешает вот это мое творение, и его хозяину мешает как бы... а, Так, хорошо. А, ты уронила этот шар, поменялось все вокруг, и да. ты у первотворца запрос ему. Что там происходит в этот момент? Он как будто не отвечает. Он как будто не Мгм. отвечает, и как будто темное там стало, и не отвечает, И что тогда с и у тобой меня происходит? такое ощущение, ну, чувство такое, как бы, ну, как безысход, ну, как бы потерянности, знаешь, как, ну, на произволяще как бы оставили. Ну, как это называется по-русски? Ну, то есть Мгм. На произвол судьбы. на произвол, то есть, ну, нет поддержки. Вот. Мгм. И что тогда в Такое этот вот. момент с тобой происходит, когда ты это почувствовала? Я как-то закрутилась вокруг своей оси против часовой стрелки и пошла вниз. Так, и что там? Ну, Что на происходило с какие-то, тобой, когда ты пошла вниз? на нижние какие-то Подписываешь уровни. ли ты какой-то контракт с кем-то в этот момент, когда Да, чувствуешь это да, все? да, да, да. Проявляй И, этот контракт, и все стороны этого контракта я приказываю проявиться. ого, тут их несколько. Кто они? Давай по старшинству я приказываю им стать. Кто они там? М, Ну, давай кого-то со По самого старшинству, старшего. самого важного, да. Да, да, ага. Кто там? С кем ты подписываешь контракт? Ну, мне идет Люцифер, который самый важный. Вот Мгм. идет ответ Люцифер, но еще какие-то там идут. Но они как бы Так, меньше по росту, вот так вот идут дальше. хорошо. Посмотри контракт. Что там в этом контракте, на что ты согласилась? Ну, продать душу дьяволу мне идет. Вот, Так. тот момент. А что получила по А, этому контракту? Возможность выжить. Выжить. То есть была какая-то, видно, как катастрофа какая-то или что? Посмотри, что в этот момент происходило на физическом плане, когда ты подписываешь этот контракт. Да, жжет, выжженная земля, как бы все, ну, все выжглось, умирает, как бы А деревья. что это за катастрофа? Что там случилось на физическом плане? Можешь посмотреть? Ну, как будто какой-то то ли метеорит, то ли камень какой-то большой вот так вот упал и почему-то зажег. Как может камень зажечь? Ну, короче, в общем, как будто что-то летит вот так вот. Ну, ветер сильный поднялся. И в общем-то, ну, Так. потом какие-то волны. Что за Мгм. волны? Хорошо. Вернись к этому контракту. Да. Ты видишь сейчас, с кем ты подписала, на что ты согласилась? Да, я вижу. Хочешь ли ты отменить этот контракт? Да, я хочу. Тогда разрывай, отменяй. Да, да, разрываю этот контракт. Этот самый отправляю Да, на призывай всю мощь уничтожение. кармы, согласно конам Да, забираю живой все частички Вселенной. своей души, своей, все мои частички забираю себе, а все чужеродное выталкиваю из моего пространства, Мгм. отправляю, откуда Что, оно пришло, и карму за да, вторжение, и за очищай ложь, полностью за свое пространство от манипуляции. всего чужеродного. Да, эта ситуация поменялась. Так, Э, что с правом творить у тебя сейчас? То есть у меня этот шар обратно в руках, он
он просто, ну, как бы светлый теперь. То есть вот этого всего выжженного уже не было. Уже как бы в том, ну, в той ситуации именно уже Мгм. просто как бы вот это вот беленькое, светленькое, вот оно продолжается, просто такая вот благодать, как-то, знаешь, благоденствие, Мгм. такое вот гармония, как оно, ну, вот такое вот радость. Хорошо. Вот Так, там, а ну, теперь спокойно себе посмотри посидим. до этого контракт, который ты видела, там, где подчинение Люциферу до конца своего этого вот, а там и он тебе по нему типа дал право творить. Что сейчас с этим контрактом? Он еще есть в твоем пространстве? Нет, он как-то вот испепеляется вот сам по себе, вот, ну, уничтожает, как сказать, ну, вот как разъедается, вот, как, Мгм. Прекрасно. Посмотри, чтобы все было полностью чисто в твоем пространстве, чтобы не осталось следов от этих контрактов. Что сейчас с твоим правом творить? оно есть у меня, вот, оно у меня есть, у меня в руках, вот. Мгм. Так. Что сейчас с этим желтым драконом, который мы там закрыли в банке? Он еще есть в твоем пространстве или он тоже уже Ну, вот он как-то испепелился, ты? он тоже как-то исчез. И во сне в этом, вот я сейчас зашла в этот сон, его уже там, ну, как бы он испепеляется вот там вот как бы на частички такие маленькие-маленькие распадается. Мгм. Вот, Так, и в банке он тоже в пепел превратился. так, посмотри, есть ли еще какие-то там зацепки, вот это вот то, что как-то тебя там убить, да, за твои вот эти вот все творческие порывы. Что сейчас, как изменилась эта ситуация? То есть М, полностью сделай в своем пространстве так, чтобы ты была в полной безопасности, чтобы тебя не могли никто ничего как-то негативно повлиять, убить за то, что ты творишь. мгм. Ну, я полностью очищаю свое пространство от всего чужеродного. Мгм. Вот, отдаю карму антимиру за вмешательство в мое пространство, возвращаю себе полное право творить э, все мои частички души, все то, что мне по праву принадлежит, по праву рождения. Я живая душа, я человек, и я могу И ты а, творец. я творец, и я могу творить реальность по своему усмотрению, согласно с конами Первотворца. И никто, как это сказать, э, беспрепятственно. Вот. Вот так, наверное, Так. лучше сформулировать. Да. Мгм. Как ты сейчас хочешь вернуться еще в свой сон, посмотреть дальше, что там происходило? Вот мне интересно, что это за многоэтажки. Вот я вот вернулась, и вот с какой Мгм. целью я вообще шла в те многоэтажки? Давай, посмотри, что это за многоэтажки. Такие, знаешь, высокие-высокие, вот как в Мгм. Азии какой-то, вот такие вот, Так. ну, очень высокие. И что это за здание? Многоэтажка и многоэтажка, то есть, ну, такие очень высокие, Так, такие хорошо. высокие. А почему туда летел желтый дракон? Вот посмотри многоэтажку, куда он летел. И, ну, вот давай сначала, зачем он туда полетел? Есть ли информация? Чтобы собрать на меня информацию. Ну, как бы дракона уже как бы нет в этом сне, Ага, а но давай найдем ту информацию, что они так хотели о тебе найти. да-да-да, я Как что-то ты? заходила до этого Давай, и вот там найди в своем пространстве ту информацию, которую они так хотели найти, чтобы манипулировать тобой. Вот что это за информация, которая их так интересовала? ну, какие-то мои предыдущие контракты. Вот я как будто зашла в это здание, вот в какую-то комнату, и там нашла какую-то, ну, как, ну, книгу какую-то. И там, значит, Мгм. что какие-то там предыдущие контракты. То есть найти информацию о каких-то предыдущих моих контрактах. Вот. Так, что ты там за контракты нашла? Это Ну, их как бы стороны уже одни, нет. Их как бы уже нет. Они отлично, вот прям замечательно. испепеляются. Просто вот, ну, как ответ на вопрос, Мгм. то вот это. Но я вот держу эту книгу, и она Прекрасно. вот испепеляется сама Мгм. собой, потому что, ну, когда ты А с спросила, какие какой контракты, то их уже нет.
Да. Так, а с какой целью ты шла в это здание во сне Чтобы вслед за этим предупредить, драконом? чтобы предупредить эту ситуацию каким-то образом. Мгм. То есть я Так, а тут сначала я, а потом он, как бы. Вот так было. мгм. Так, хорошо. А другие здания, что там? Если в этом были твои контракты, что вот во втором здании? Давай посмотрим. А там контракты каких-то других людей. То есть это какие-то такие здания, где хранятся контракты людей. Мгм. Моего рода, наверное, только. Посмотри, это контракты твоего рода в этих зданиях? Да, идет ответ да. То есть вот это контракты моего рода. Так. То есть И там очень что большие ты хранилища. хочешь сделать с этими контрактами в этих многоэтажках? Я хочу их испепелить все тоже. То есть это уже как бы, ну, они уже недействительны. То есть все эти Мгм. контракты, они уже недействительны. Многие в моем роду заплатили уже смертью за, ну, там свои какие-то Мгм. договора. Вот, поэтому я могу им передать информацию, что они могут, если хотят, свои контракты полностью испепелить. Э, Мгм. ну, и я им могу помочь это сделать, если им нужно, но, в принципе, я могу передать информацию, что они, если хотят, они могут освобождаться, они светлые души, Мгм. созданные, сотворенные первотворцом жизни, и они по праву Творца могут э, освобождаться, как бы разрывать свои контракты с Мгм. антимиром, потому что Передавай, им да, не эту нужно как информацию. бы договариваться с антимиром, чтобы иметь что-то хорошее в жизни. То есть все хорошее и так по праву принадлежит светлым душам. Вот, М. что это обман, что нужно как бы на что-то там соглашаться на какие-то условия, чтобы это было. Оно и так есть, оно и так будет. Вот. То есть Да. они, если хотят, они могут их контракты все полностью уничтожить, испепелить в Да. ничто. Передавай им об этом информацию и также алгоритм освобождения тоже можешь им передать, по которому работает вот Виктория и мы все. Да, передаю алгоритм освобождения, передаю информацию. Я вижу, что некоторые этажи в этих зданиях начали как взрываться. Знаешь, когда вот здание демонтируют, Мгм. взрывают вот по 4 сторонам, и такое как пуф, такое вот, Мгм. какие такие вот, как они называются, ну, кусочки бумаги или как там, Ага. вот такие И пуф-пуф-пуф-пуф-пуф-пуф. что это означает? Ну, эти здания, они вообще повалились. Вот они повалились. Вот как демонтируют Мгм. многоэтажки. Вот так опа-опа, и И повалили, и нет. как то, что они Ничто. повалились, теперь влияет на тебя, на твой род? Ну, я так чувствую, что род освободился. Вот, то есть вот эти вот многоэтажки, когда они повалились, превратились как бы в пепел, в ничто, я их полностью очищаю от, ну, из моего пространства. То есть я это их, если что-то там еще осталось, то я превращаю этот пепел в энергию гармонии, добра, любви, если это возможно. А Так. если Ну, нет, то я ты просто творец, убираю. ты Так. творец, это твое пространство, у тебя возможно все, что ты хочешь. Там твори. Ты полностью вернула себе право творить. Поэтому хочешь твори, хочешь вытворяй, что происходит. Ну да, то есть какую-то часть энергии я превратила в гармонию, в что-то светлое, а то, что испепелилось насовсем, то просто я убрала. То есть оно уже Мгм. насовсем освободилось. Так. Также ты хотела еще посмотреть пиджак, который ты одевала, потом снимала. Что это такое за энергия? Да. Ну там еще что-то осталось, там не все контракты люди расставили. Сейчас. Пиджак. Э, так, пиджак, что это? Пиджак это как какое-то перекрытие мне идет, что это какое-то перекрытие мое было, чтобы меня как бы то ли не заметили, то ли что. Мгм. А сейчас он тебе нужен? Не нужен. Тогда тоже можешь очищать от всего, что тебе не нужно, Да, и свое одежда на мне какая-то пространство. была такая, тоже черная, тоже ее снимаю. Да. Так, а те контракты, которые еще остались, что ты хочешь с ними сделать? И как бы чужие. М. Они Но как бы они тебе чужие. нужны в твоем пространстве.
Не, в моем нет, я их выталкиваю с моего пространства, вот, а там уже кому надо, пусть сам их расторгает. Так, а еще ты говорила, там, где у тебя за спиной этот желтый был дракон, там еще была куча всего всякого хлама. Что сейчас? Да, Как изменилось сейчас? ну и хлам как-то начал рассасываться как-то сам по себе. Видно, А он был что это связан вообще как-то с за этим. хлам? Что это за энергия? Ну, это была какая-то энергия антимира, которая, ну, видно, ненужная. Видно, когда расторглись эти все контракты, то вот эти вот все антимировские хлам, Мгм. антимировский хлам весь тоже начал растворяться и растворился почти до конца. Так. Ну, там, то есть, какие-то еще что-то осталось, потому что Мгм. там не все были контракты еще. Ну, ты в своем личном пространстве можешь полностью растворить все это чужеродное, если хочешь. Мгм. Так, Да, я растворяю полностью. То есть, получается просто пол там такой. так. Посмотри, как ты сейчас выглядишь, как выглядит твое пространство. Но у меня как-то между рук какие-то книги летают. Вот как-то вот все-таки Так. какие-то что-то еще есть. Ну, заморозь эти Мгм. книги. Да. Посмотри, что это такое. Какие-то оставшиеся контракты. Чьи это контракты? Мои? Мои, говорит. Как мои? Так, а почему они у тебя еще остались? Почему ты их не расторгла? М, Осознанности не хватает. То есть это что-то надо еще осознать? М, То есть время еще, да, надо до этого дойти. Да, да. Хорошо. Что еще? Посмотри, как ты выглядишь. У меня какие-то темные волосы, у меня в жизни не темные волосы. Так, посмотри, что это за энергия. Паразит какой-то. Это чужеродная энергия. Так, кто хозяин этой энергии? Я приказываю проявиться. Мгм. Ну, Люцифер. Вот это я видела такую картинку недавно, как паразит съедает чей-то там язык, какого-то животного, а потом прикрепляется вместо этого языка и ест всю пищу. Вот Так, и это как это такой вот. связано с тобой? Вот это вот эти вот волосы, это вот такой у меня сразу образ пошел, как вот тот паразит на картинке. Так, и как эти волосы на тебя действуют? А негативно, оно негативно, это что? Ну, что Паразит. именно как они на тебя влияют? Ну, они какие-то, как бы, как, ну, негативные энергии мне в голову запускают и вот как-то так что-то высасывают. То есть какой-то этот. Так, и когда они у тебя появились? Найди этот момент. Что происходило на физическом плане? Ну, то ли я задумалась, то ли это действительно ответ на вопрос. Ну, короче говоря, у меня дочка, она вот последнее время сильно рвет мне волосы. Вот она как будто вот мне рвет волосы, вот пытается вот так вот что-то снять. Мгм. То есть, видно, она видела этот имплант, а я её ругала, говорю, ну что такое, ну что ж ты постоянно меня дергаешь за волосы, мне ж больно. Мгм. Вот. А она, видно, видела этот имплант, потому что, ну, она меня любит, она моя родственная душа, и, ну, как бы, то есть, если она что-то делает, то это не просто так обычно. Но я Мгм. действительно в тот момент была так, ну, раздражена, потому что, ну как, ну, больно же, ну, говорю, ну, не дергай, дергает, не дергай, дергает. Когда эти волосы впервые появились в твоем пространстве? Что происходило на физическом плане в тот момент? Я вижу, как я принимаю душ, ну, и как бы мою голову каким-то шампунем. То есть, как бы, и вот этот вот шампунь, он как-то так вот как растекается по голове и становится, ну, как бы вдоль волос. Как-то так.
Так, и на что это притянулось? Где зацепка? Ну, тут я вижу, как мы с дочкой выглядываем в окно, мы были на даче, и видим, как ее бабушка и дедушка, ну, то есть родители мужа, уезжают куда-то на машине. И мы им махаем, а они нас, ну, игнорируют просто. Они нам не махают, ничего, и просто уезжают на машине по своим делам. Так. И что там в этот момент произошло на эфирном пространстве? Ну, это стало как зацепкой, что, чтобы эти волосы прицепились. Мгм. Видишь ли ты этот момент? Да, вижу. Так. Если хочешь, можешь это отменить или как-то изменить так, чтобы это было во благо тебе и твоей дочке, эту ситуацию. Ну, я тогда отменяю мое решение вообще стоять и смотреть в окно на них, а просто мы вот идем в другую комнату и, ну, делаем, ну, что-то другое, там, играемся. Вот, вместо этого. То есть мы не смотрим в окно и просто себе занимаемся своими делами. Хотя странно, что в этой ситуации такого необычного? А Поехали, почему? Что в этой ситуации такого необычного, что оно послужило зацепкой? а я тогда подумала, а вот был бы тут еще и муж, ну, как бы их сын, то они бы, может быть, и помахали рукой. То есть, видимо, вот эта моя мысль каким-то образом стала зацепкой. Так, видишь ли ты это сейчас? Мгм. Да, вижу. Так. Можешь изменить это наилучшим образом для себя и для дочки. Ну, я отказываюсь думать эту негативную мысль. То есть мы занимаемся своими делами, а не пробуем, как сказать, не провоцируем какие-то там негативные реакции или ситуации с бабушкой и дедушкой. То есть мы как бы занимаемся своими делами, потому что мы хотим, а не ищем повод на них пообижаться, так сказать. Мгм. Что сейчас с этими темными волосами? Как поменялась с ними ситуация? Ну вот они потихоньку отлипают, то есть они как-то так это самое, то есть надо, я отменяю полностью свое решение обижаться на бабушку и дедушку с моей дочки, то есть на родителей мужа в каждой такой ситуации, ну особенно вот в этой, раз это стало зацепкой. Вот, то есть Так. я меняю свое мышление, на практике тоже буду стараться такое делать, то есть менять мышление на позитивное, позитивно только думать о себе, о людях, в окружающем мире. Эм, И да, так очищается эта ситуация, этого всего не было, душа этого не было, шампуня не было, ничего не было, так этого Так. стирается. Проверь, ушли ли Потом, полностью эта энергия темные волосы. да, да, теперь в моем эфирном пространстве она ушла. М, Так, и на мне еще какая-то черная одежда. Так, что это за одежда? Такие лохмотья Да. какие-то. Что это за одежда? Откуда она взялась и чья это? Чужеродная, это не моя. Так. Как она на тебя влияет, эта энергия? Она меня как-то ограничивает. Вот от пояса и ниже она как-то так ограничивает. Ограничивает в чем? В проявлении себя, то есть как я себя проявляю. Так. Кто хозяин этих лохмотьев? Я приказываю проявиться. М, Что, цельнозор, что ли? Давно его не было. Здравствуйте. Так. Приказываем отвечать, что он делает в твоем пространстве. Ну да, манипулирует, говорит. Зачем? Когда хорошо, давай, зачем он тобой манипулирует? Как ты такой бред несет? Чтобы, типа, я
какую-то дань ему отдала, что-то такое. Типа, Приказываем отвечать истинную информацию, так как он находится в твоем пространстве. Приказываем отвечать, зачем он тобой манипулирует. чтобы истощить меня, чтобы истощить. Для чего ему это? Ну, чтобы я ему не мешала строить его какие-то там планы, там что-то он там решил, я как-то там ему вроде как мешаю, по его мнению. Каким планам его ты мешаешь? Приказываем ему отвечать. О, по порабощению мира. О, такие грандиозные. Да. Мгм. Так, и как ты мешаешь ему в этих его планах грандиозных? И как ты можешь еще больше ему в них помешать? Ну, говорит, что я как бы путаюсь у него как бы под ногами. Ну, не то, что под ногами, что я маленькая, а просто я вот путаюсь как-то так, ну, вот, мешаю. А еще больше, как я могу. А я могу вообще закрыть его план. То есть я могу вообще сделать так, что его планы вообще никогда не осуществятся. Дело в том, что. Вот мы об этом с Викторией как раз и говорили, что на тебе началось, на тебе должно закончиться. Да я уже думала, закончилось. Ну, как видишь, еще здесь. Как ты можешь Я могу сделать послать так? какой-то такой импульс вот так, и оно вот так ему перекроет вот так вот, ну, как стеной. Мгм. Вот то вот, куда он показывал планы его. Так, хочешь ли ты сейчас и готова ли ты сейчас послать этот импульс? Я как-то не очень еще готова послать этот Мгм. импульс. Хорошо. А чего еще не хватает тебе, чтобы быть готовой послать этот импульс? Я показываю на вот эти какие-то контракты, которые гармошкой вот так вот висят в моем пространстве. То есть они как-то так зависли, знаешь, как Гарри Поттере, такие книжки. Вот так просто висят, вот так Мгм. улыбочкой. То есть еще пока не время, да? Я еще что-то, да, должна осознать, чтобы расторгнуть эти контракты. Мгм. И тогда я смогу вот так вот полностью вот так вот послать этот импульс вот так, что перегородит ему. И он это Так. знает и чувствует, скорее всего. Мгм. Эти лохмотья, когда они появились, ну, на чем они держатся вообще в твоем пространстве? Да как бы ни на чем. То есть это просто какая-то порванная ткань. То есть она как бы, Мгм. ну, и по идее не должна была ни на чем держаться. Ну, Так, тогда ты можешь убрать эту полностью энергию, если хочешь. да, я снимаю с себя, убираю. Отдавай истинным хозяинам эту энергию, всю карму, и можешь призывать согласно кодам Вселенной. Убирай его энергии со своего пространства, если хочешь. Да, Так, так, посмотри, как убрала. сейчас выглядишь ты и твое пространство. Так, а что мне надо еще доосознать? Вот это вот я хочу себя спросить. Что мне нужно еще Хорошо. доосознать? Что тебе надо еще доосознать, чтобы расторгнуть все эти контракты? Ну, говорит, поучись еще. Сама себе говорю, поучись. Что я еще поучусь? А чему тебе надо еще поучиться? Ну, я вот сейчас учусь этому коучингу. Так, это поможет тебе расторгнуть Видно, эти да, там контракты? какие-то инструменты там, наверное, будут давать, чтобы я больше осознала что-то. Вот. Возможно, так. Нет, не так. А что имеется в виду? Чему ты должна поучиться, чтобы расторгнуть эти контракты? Я должна осознать свою силу, свою мощь, говорит, и, ну, как бы я сама себе говорю, М. что я действительно, ну, как бы могу многое.
Так, а какая у тебя сила, какая твоя мощь? Посмотри. Сила Творца, как бы сила вот, ну, творить реальность по-своему. А что поможет тебе это осознать, твою мощь, твою силу? Дочка поможет. А что еще поможет? Ну Что да, еще поможет? дочка появляется, поможет. Дочки достаточно для того, чтобы ты это осознала, свою силу и мощь? Да, достаточно, да. А как она тебе поможет? Она будет любить меня сильно-сильно, чтобы я в себе не сомневалась. Как-то так. Мгм. Ну, не в себе сомневалась, а там, ну, просто идет, что будет любить сильно-сильно. Это я уже от себя добавила. И вот эта вот Хорошо. сила любви, она как бы дает энергию для того, чтобы творить. То есть, когда я люблю в ответ или, ну, проявляю любовь сама по себе, то это как та энергия, которая нужна для творения, ну, для этой мощи, которая есть внутри нас, у меня, в частности. Хорошо. Посмотри сейчас, как выглядишь ты и твое пространство. Ну, вот эти вот книжки так и летают передо мной. Вот это и дочка есть, теперь я взяла на руки. Вот. А может, мы можем прямо вот сейчас эти как-то книжки проработать, убрать? Сейчас. Можем, говорю, Давай, киваю, что могу. можем. А то раз они проявились сейчас, значит, я могу их Мгм. сейчас убрать, а то и так бы они не Отлично. проявились. А как ты хочешь их убрать, по одной или все скопом? Всем скопом, говорю, хочу убрать. Так, Вот. хорошо. Посмотри, какая суть всех этих книжек. Они кому-то принадлежат, они даже вот какие-то, ну, куда-то они в этот, типа как говорится, в сектор вот этого вот Так, магии, посмотри, откуда-то они взялись. посмотри, кому они принадлежат, кто там в секторе магии находится. Ну, вот это цельнозору и принадлежат. Вот, М. цельнозор идет. Вот. Так. Ну, так пусть забирает их обратно тогда, эти книжки, раз это Так, а его эти почему? какие-то. Почему они в твоем пространстве, если они ему принадлежат? Мгм. Потому что я позволила, видимо, их повесить. А когда ты позволила их повесить? Что происходило на физическом плане? Ну, вот это когда его практиками занималась. Но это же я уже отменяла много раз. А почему ты отменяла, а эти книжки все равно в твоем пространстве? На чем они держатся? На моей памяти какой-то. На какой памяти они держатся? На памяти о прошедших каких-то событиях, которых уже нет. Найди, что это за события, на которых держатся эти книжки. Посчитать? Ну, это вот не, ну, идет, это то событие, которое мы тоже уже с Викторией видели несколько раз, я ее тоже прорабатывала. Так. Еще Ш- какие-то аспекты этого события еще остались, видимо. А Ну, вот это вот почему, событие. почему, почему они остались еще, эти аспекты этого события, если вы уже несколько раз прорабатывали с Викторией? Что не до конца разобрались. Там какой-то вот этот был костер какой-то, вот, и какой-то вот мы видели там амулет был. И амулет мы разобрали, помню, а костер, вот это вот сама ситуация, что какие-то там я, костер какой-то Посмотри, делал. давай вот именно посмотри вот в этой ситуации, что вы еще не разобрали. Что именно держит в твоем пространстве эти воспоминания, эти книжки? Что еще не разобрано?
Но мне идет такое, вот такие слова, что моя тяга творить добро. Вот, то есть, когда я, видимо, делала тот костер, то я как бы хотела делать добро или как? То есть какая-то вот это мои внутренние какие-то убеждения в тот момент. Так, а давай вот в тот момент зайди, когда ты вот делал этот костер, что там Мгм. пошло не так, как ты хотел? Всё там пошло не так. Там, получается, было такое мощнейшее, как бы как ритуал, что, ну, как бы как связи с преисподней. То есть там, получается, м, у меня на тот момент были какие-то то ли подключки, то ли что, которые вот, управляли или ну, как бы, которым я Так, позволяла. хорошо. Сейчас этих подключек уже нету? Нет, таких уже нет. Хорошо. А с этим костром, тогда, когда произошел этот ритуал, что сейчас ты хочешь сделать? Как его изменить? Или отменить? Что ты хочешь, что тебе идет? Тут оно как-то вот хитро. То есть получается, что мы его и отменяли, и изменяли. Но тут, ну, я так чувствую, что и просто вот отменить, взять и отменить, вот как-то вот как нельзя. То есть надо что-то еще в нем разобрать, что Так, такое в нем еще осталось. Потому давай. что если я сейчас просто типа отмахнусь от Мгм. него, то он никуда не денется. Это, ну, Давай что-то. этот костер, на чем он держится, что нужно проработать или отменить, чтобы его полностью разобрать, эту ситуацию. Ну да, то есть там получается на дне этого костра какой-то амулет, то есть там под землей. Так. Получается, я разбираю эти вот как, ну, палочки там, с чего этот Мгм. костер, и, значит, под землей там что-то такое тоже было энергетическое заряженное. Вот, я это достаю на поверхности, разоблачаю, освещаю Так. светом. То есть я это, ну, как бы, Что это за амулет? как-то так идет для защиты от добра. То есть как-то так, который защищает от добра. Так, как ты с ним связана? Ну, я его как бы сделала, то есть я его как бы на шее носила тогда. Зачем ты его сделала? Защиту от добра. Я говорю, чтобы помочь себе и людям, но, видимо, это какие-то программы, ну, так влияют. Так, а сейчас ты видишь истинную суть этого амулета, что он защита от добра? Да, я киваю, я вижу. Так, хочешь ли ты отменить свое решение делать этот амулет, носить его, Да, да, киваю, хочу. использовать его? Тогда ты можешь это отменить. Да, я его снимаю, бросаю, растаптываю, ну, как бы в ничто. Так, М, и что происходит в этот момент с этим костром, со всей этой ситуацией? Костер как-то так взрывается такими фейерверками, как-то уходит, то есть под ним уже ничего нет, Так, никакого проверь, амулета. ну, этот костер действительно полностью ушел с твоего пространства. Нет, еще не до конца. А вот мне интересно, вот что происходило тогда, почему я решила делать этот костер? Как бы что за ситуация была, которая, ну, сподвигла меня? То есть что такого вот прям в жизни там такого вот прям такого произошло, что прям надо было такое тогда делать? Мгм. Давай, найди тот момент, когда ты решила делать этот костер. Что произошло в твоей жизни в тот момент? Посчитать? Да нет, я вижу, что я вот как-то так хожу, какая-то такая вот обида, месть, хотела отомстить. Так, Э, кому ты хотела отомстить? Люциферу хотела отомстить. Так, а за что ты хотела ему отомстить?
То, что он втянул меня как бы, ну, в эти вот отношения, в контракты, ну, как его, ну, в душу. Ну, это такое себе решение, конечно. Да, Это видишь ли ты сейчас, как это твое решение, во что оно превратилось, что из него вышло? Как тебе такая месть? да, я это все вижу, я полностью отменяю это Да. решение мстить. Я хочу передать себе информацию. Я передаю себе информацию вот в том моменте, когда я вот это ходила такая обиженная там и Мгм. хотела отомстить, что я живая душа, что мне, ну, э, у меня есть все по праву жизни уже. То есть я могу выбрать гармонию, радость, счастье, и отказаться полностью от взаимодействия с антимиром и просто расторгнуть все контракты и ну, отдать антимиру их, а забрать себе свои частички души назад и вернуть себе радость и счастье бытия, и просто вот, ну, радоваться и нести гармонию в жизнь. То есть как бы поменять в той ситуации этот вот настрой, то есть как бы если я хочу в том воплощении, чтобы я, ну, приняла эту информацию и просто Так. поменяла, ну, свое настроение тогда, ну, полностью отношение к жизни и принципы жизни. И что происходит? Я читаю эту информацию, эту как книгу, и вот отбрасываю от себя какие-то черные там ленточки, какие-то что-то только отбрасываю, там то отбрасываю. То есть я меняюсь, я начинаю больше радоваться. Я как-то Так. И как я меняется выхожу из ситуация с этой какого-то, местью? да, я выхожу из какого-то замка или чего, то есть там было темно как-то так, и я вот выхожу на какой-то как луг, ну как, ну открытый какой-то там трава, Мгм. солнышко, и просто вот начинаю радоваться, этот замок и полностью испепеляется, и я убираю его из своего пространства полностью, все чужеродное, все черное, все убираю из того полностью, из Так, моего, со проверь. всех времен, со всех Да, этот костер воплощений. ушел ли он полностью со всего твоего пространства? Да, теперь он вообще не актуален, то есть вообще нету такого развития событий, то есть нету вообще его, не на что его делать, то есть вообще он ушел. Так, Вот, замечательно. А теперь так. проверите книжечки, которые принадлежали Цельнозору, что сейчас с ними. Все, они испепелились, они ушли, все. Нету их. Мгм. Вот так А, вот. Да. так, замечательно. Что с твоей осознанием своей мощи и силы сейчас? О, Как она всё, она у меня поменялась? уже есть, да, она уже есть. Так, Класс. и теперь да, спроси у себя, готова ли ты сейчас послать этот импульс, луч в сторону Тельнозора, чтобы весь его Да. план уничтожить. Тогда Ну сделай это. да, я посылаю этот импульс. Все туда, куда хотела, в его планы. Полностью их обрезаю, как бы, ну, как уничтожаю. То есть оно белым таким, как Так, пламенем и что обугливается. происходит в нашем пространстве в этот момент, когда ты все его планы рушишь? Подожди, сейчас я его со своего пространства поубираю, а то он еще там стоит там и там. Сейчас, Да, секундочку, убирай. сейчас я тут его план досжигаю. Так, его туда, пуньк. Отсюда вот тоже. Так, фух. Убрала. Так, портал закрыла, очистила. Чищу свое личное пространство. Так, что ты спрашивала? Так, я спрашиваю, вот когда ты посылаешь этот свой луч, импульс и разрушаешь все его планы, что меняется в нашем общем пространстве? Фух. Ничего не идет. Мгм. Хорошо. Что происходит вообще с теми его планами, которые он так боялся, что ты их нарушишь? Ну вот они вот, Уничтожила ли ты их полностью? Сделала ли ты все, что хотела с ними? они обуглились, то есть вот это вот, что там он там это, то есть я обрезала им дальше развитие, то есть вот это будущее Мгм. ихнее.
Вот. И вот этот вот с конца они начали вот так вот плавиться, знаешь, вот как пластик, если поджечь, вот так вот такое вот странное, такое вот как обугливание. А спроси у себя, ты все сделала, что вот ты хотела? Я говорю, что да. Вот, но э, я думаю, что моя миссия еще не закончена, ну, вообще, но вот именно Ну, на конкретно с данный, этим на лучом, данный, да, да, с на этим данный лучом момент, на именно конкретно, сегодня. да, на сегодня это она, то, что было. Сейчас надо до конца. Что он там еще стоит? Подожди, я же его убирала. Так, а посмотри, на чем он там держится. Почему он до сих пор там стоит. Он-то крючочки прицепился. Что за крючочек? Такой маленький уже. Что это за крючочек? Она говорит, а может ты ко мне еще вернешься? Я говорю, не. Убирай все эти его крючочки, все его зацепки. Да, Убирай полностью. разозлился, я его убираю полностью. Нечего тут мне кидаться ничем. Я отказываюсь принимать его подарки. Забирает все его. Так, все. Фух, ушел. Чищу свое пространство, закрываю все порталы. Так. Посмотри, как сейчас выглядишь ты и твое пространство. Сейчас я так почищу еще импульсом пространство, если там что-то еще осталось, даже засожгу. Сейчас. Есть. Так. Как Вот эти, подожди, выглядишь? вот эти планы, подожди, вот эти планы, где я послала импульс, вот оно как застыло вот передо мной, вот я его сжигаю, оно не сжигается, я его А убираю, почему? оно вроде как еще стоит. То есть он уже вроде как я его убрала, Мгм. только я отсюда и Почему оттуда. оно не сжигается и стоит перед тобой? С ним как будто надо что-то еще сделать. Что с ним надо еще сделать? Я сейчас подковырну и посмотрю, что это вообще за энергия. Пластик такой. Что это за энергия? Энергия какого-то отчаяния. Вот это вот энергия отчаяния. Она как отработанный материал, то есть она уже как бы не несет в себе а, никакой А кто смысловой... хозяин этой энергии? Чье это отчаяние? Назор, хозяин этой энергии. Это же его пластик, его эти планы оранжевые. Так, а почему оно не уходит с нашего пространства? Почему оно застыло? На чем оно держится? Кто там те пришли уже? Да, Твои? пришли, ну ничего, сейчас Так, доделаем. ну, На энергии добра какой-то оно держится, то есть какое-то там добро я как проявила. так. А почему эта, негативная энергия держится на добре? Как это так? А я ей позволила остаться. Я ей Так, позволила остаться. Ну подожди, а что это я ей позволила остаться? почему? Милосердие как будто проявила к этому цельному. Ага. Я отказываюсь. Мгм. Я отказываюсь проявлять к нему милосердие. Так, и И что убираю происходит? полностью эту вот фигню с моего пространства. Не нужна она мне. Пух, все забирает, пусть все уходит. Что такое там? Так, вся эта энергия ушла, это Так, да, застывшая теперь мой луч. пластмасса. Теперь мой луч. Вот так он жух дальше дошел. То есть там он... Боже, в какую сторону я повернулась? Где тут? Подожди, вот Вот что. так вот, все. Туда задела фазон сзади. Помню, что он сзади стоял. Этот. Да, так, все, расширяю свой луч, вот этот вот мощь. Вместо пластика, все, пластик уже ушел его. Да. Осознавай Расширяю, свою значит, это. мощь, свою Да, силу остановив свою мощь и в силу. полной мере. Да, о, запускаю торт, называется. Вот это вот такое. Вот, Мгм. вот, фонтанчики. Ага. Класс. Не, все, да, все, так, дочищаю, все, тут уже Так, дочистилось. спроси у себя, ты все сегодня, вот мы сегодня сделали, зачем ты Да, сегодня да. пришла?
Вот, вот так. Да. Хорошо. Тогда отсоединись от всех и от всего. Да. Поднимаемся максимально вверх. Мгм. Проверь свое личное пространство, все замороженные ситуации, Да. очисти от всего чужеродного, закрой все порталы. Мгм. Наполняемся энергией любви, гармонии, радости, удовольствия, достатка и молодости. Класс. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю. Будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ой, классно. Тут у меня уже кто-то Ну да, прям четко успела дочистить. чителька в тительку, да. Да, Успели. Фух, да. не, классно вообще.